вот снова возрождается вот этот жуткий Советский Союз, империя зла, Красная Орда. Борьба с Советским Союзом – это просто завуалированная русофобия, потому что советская – это, конечно же, русская. Вы должны молиться на Советский Союз, потому что он вас создал. Антисоветчик всегда русофоб. Это не подвержено никаким сомнениям. Украина целиком и полностью была создана Россией. Точнее, большевистской, коммунистической Россией. Мои бывшие товарищи говорят, что наша армия не знает, за что она воюет. То есть я так и считаю, я об этом уже говорил и писал. Вот почему это происходит. Что случилось? Почему все это происходит? Сейчас мы проиграем войну, быстренько после этого возмущенный народ спихнет ополоумевшего Владимира Владимировича. Ну вот фактически это так, они в общем-то это даже не скрывают. Судя по тому, как государство принимало решение на проведение этой спецоперации, какие стратегические задачи ставились, исходя из каких предпосылок, из какой оперативной обстановки, мы поняли, что разведка у нас провалилась в хлам. Победим Украину. Осталась неделька. Все. Пострел! Зарядити! Русских угнетают. Внутри самого силового блока огромное количество военнослужащих сами против войны, и очень много людей отказывается ехать в Украину. Многие разрывают контракты, многие подают рапорты об увольнении, многие саботируют. Увольняются и саботируют, кстати, не только военные. Сегодня из Совета директоров Роснефти уволилась бывшая глава Министерства иностранных дел Австрии. 3 дня назад из того же Совета директоров сбежал Герхард Шрёдер. Как только на родине пошли разговоры о том, что его за дружбу с Путиным пора уже внести в санкционные списки. Представляете, сколько денег было вложено, инвестировано в этих иностранных политиков? Сколько денег было вбухано в отстаивании, в проталкивании путинских интересов. А они его в итоге кинули на ровном месте при первой возможности. Несмотря на все сложности, хотел бы отметить, что российская экономика удар санкционный выдерживает весьма достойно. Такое впечатление сейчас кресло испачкает, когда начинает рассказывать про санкции. Об этом говорят все основные макроэкономические показатели. Я сейчас не буду перечислять. Не будем перечислять эти макроэкономические показатели. Ну зачем их перечислять, если можно просто посмотреть на дрожащие руки, на танцующие ноги, и сразу все станет понятно. В ходе беседы покажу вам, что происходит. Да, конечно, все непросто. Да нет. Судя по лицу, это не просто непросто. Это полный Все, что происходит, требует от экономического блока правительства особого внимания, особых усилий. Так а зачем напрягать это правительство? Можно ж проще. Пульку 9-граммовую вот так 2 пальчиками поднимаешь в барабан, заряжаешь, 2 раза вот так прокрутил,
К виску приставил, палец нажал, и все. Можно ж проще, быстрее, эффективней. Зачем тянуть время? И в целом, хочу это подчеркнуть, в целом эти усилия дают положительный эффект. Не, ну в целом санкции, конечно, дают положительный эффект. С таким стрессом на нервах люди долго не живут. Кстати говоря, переход в торговле с нашими партнерами на национальную валюту, на рубли, дает о себе тоже знать. Дрова в углу видите? Вот там за Лукашенко кто-то заготовил. Результат перехода оплаты за газ на российские рубли. Вы знаете, очень важно, вы как-то это отмечали, что экономика в России и вообще у нас в Союзе не просто укрепляется, а неожиданно интенсивно укрепляется. Возьмите инфляцию, возьмите безработицу. Возьмите Макдональдс, возьмите Siemens, возьмите Apple, Samsung, Microsoft, если хотите, возьмите. Кругом сплошные укрепления. Даже вот на камеру посмотрите, которые снимают президентов. Раньше были профессиональные Никоны, Кэноны, а теперь Фуджинон. Она оказалась меньше, падает уровень безработицы. Да, это хорошо. Конечно, падает. Молодых трудоспособных пацанов гонят воевать на убой на юго-восток Украины. Кстати, посмотрите, из чего делают гробы в регионах. Там такая нищета, что у родителей даже денег нет заказать гроб деревянный своему сыну. Ну и рубль укрепляется бешеными темпами, чтобы мы тут не переборщили. Поэтому неожиданные вещи происходят. Но это для них неожиданное. Мы-то ожидали, что это будет. Это время возможностей. Да. Скоро Украина получит новые военные техники на 40 миллиардов долларов по ленд-лизу. И для вас, пацаны, настанет время возможностей. Хочешь пистолет, хочешь веревка, хочешь цианистый калий, хочешь в Гаагу можно съездить в один конец. Надо не упустить такую возможность.